Пятница, 22 марта, навсегда останется одним из самых черных дней в истории новой России. Подобные трагедии отпечатываются не только в памяти, но даже в языке. Нордост – это для граждан нашей страны не название мюзикла, а теракт в театральном центре на Дубровке. Беслан после 2004 года – это не только районный центр в Северной Осетии, но синоним захвата школы террористами, где погибли более 300 человек, большинство из которых были дети. Сегодня, 25 марта, 6-я годовщина Зимней Вишни. Это не был теракт, но название сгоревшего ТЦ также прочно закрепилось в языке. И точно так же все будут без лишних пояснений понимать, что означает Крокус Сити Холл. Мы не можем отмотать время назад и сделать так, чтобы Крокуса в истории нашей страны не было. Но можем остановиться и посмотреть по сторонам и подумать, а что, собственно, происходит? С кем и зачем воюет Россия уже 25 месяцев? А кто для России настоящий враг? Враг жестокий, циничный и отнюдь не выдуманный, не сконструированный в студиях Первого и Второго каналов. Исламское государство взяло на себя ответственность за убийство людей в Крокусе. Эта организация не просто концентрат абсолютного зла с метастазами на пространстве от Сирии до Мозамбика, Афганистана и Российского Кавказа. Исламское государство, а также Аль-Каида, Хамас и им подобные являются буквально антицивилизациями по определению. Политическое руководство России может хоть сколь угодно отрекаться от принадлежности к цивилизованному миру. Международный терроризм все равно будет считать Россию частью цивилизации, которая, по мнению фанатиков, должна быть уничтожена. Когда шок и оторопь от событий минувшей пятницы еще не прошли, когда в адрес россиян звучат соболезнования со всего мира, нет лучшего момента, чтобы прекратить никому не нужное безумие, которое продолжается уже больше 2 лет. Вернуться на цивилизованную сторону. Не воевать, стирая в пыль города с близким нам по языку и культуре народом, а направить силы на то, чтобы защититься от врага, который действительно угрожает нашей стране. Почти 9 лет назад, в 2015 году, российская армия начала операцию в Сирии. Так Россия открыто объявила войну одновременно Исламскому государству, Аль-Каиде и целому ряду других исламистских террористических группировок, названия которых зачастую даже и не выговоришь. Сирийская операция началась уже после Крыма, после развязанной Путиным войны на Донбассе, после введения против России международных санкций и исключения ее из Большой Восьмерки. Операция эта стала чем-то вроде заявки нашей страны на восстановление репутации. 13 ноября 2015 года боевики Исламского государства совершили в Париже крупнейший теракт за всю историю Франции. Террористы убили 130 человек, а ранили 416. Минобороны России тогда обнародовала запись. Российские военные пишут на авиабомбах слова «За Париж». Эти бомбы предназначались для настоящего врага, не для ударов по жилым кварталам Мариуполя и Авдеевки. А ровно 8 лет назад, в марте 2016 года, без преувеличения весь мир облетела история про 25-летнего старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который, будучи окружен игиловцами, вызвал огонь на себя. Российскому офицеру даже открыли памятник в Италии. Но политическое руководство России так и не смогло сформулировать конкретные конечные цели военных действий в Сирии. Ни для российской аудитории, ни для международного сообщества. Ни, по всей видимости, даже для себя самих. В результате сирийская эпопея продолжается уже почти столько же, сколько шла война в Афганистане, и не видно ей ни конца, ни края. В течение первых 2-3 лет после начала операции в Сирии Путин был действительно ею увлечен. Даже добился определенных успехов, зачистив от террористов Пальмиру и Алеппо, сняв блокаду с Дейр-эз-Зора. И заодно отвлекся от проекта «Новороссия». Так на украинском Донбассе радикально уменьшилось количество смертей. Россияне снова стали ездить в Украину. В конце 2018 года украинские власти отменили запрет на посещение страны, который действовал для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. В 2019 году вполне возобновилась традиция жителей российского Белгорода проводить выходные в украинском Харькове. Билет на автобус стоил 350-500 рублей. Потом началась пандемия, и Путин ушел на самоизоляцию. Потерял интерес к Сирии и снова озаботился Украиной, отчего под непрекращающимися обстрелами теперь находятся и Харьков, и Белгород.
Только международному терроризму чихать, на что или на кого российский президент переключил свое внимание. С фанатично настроенными головорезами, у которых за плечами военная подготовка в тренировочных лагерях, а в руках боевое оружие, с этими боевиками соловьевские и киселевские фокусы не работают. Когда сериал под названием «Борьба с террористами» снимают с эфира ВГТРК и заменяют продолжением многосерийного фантастического фильма «Священная война против бандеровцев», в этот момент реальные террористы никуда не деваются. И исламское государство, и всевозможные организации аль-каидского типа были удалены лишь из российского телевизора, но не из реальной жизни. И то, что российская авиация бросала на них бомбы в Сирии, а до того на Северном Кавказе, они не забыли. Мы не раз говорили об одной характерной особенности Владимира Путина. Бессменный глава информационной автократии как будто считает, что если какая-то проблема выпала из информационной повестки, то ее как бы уже и нет. В итоге все эти проблемы просто копятся, пока не достигнут критической массы. Пример тому мы видели этой зимой. Разом по всей стране возникли проблемы с изношенными трубами. Замерзали школы, больницы, жилые дома. Погибали люди. Потому что вся государственная машина в этот момент была перенастроена с обслуживания российских городов на уничтожение украинских. После того, как террористы спланировали, подготовили и осуществили одну из самых кровавых атак за всю российскую историю, совершенно логичен вопрос. Что в это время делал раскормленный, привилегированный и получивший де-факто неограниченные никакими законами полномочия путинский силовой аппарат? Кто-то, может быть, скажет, что успешная работа силовиков не видна общественности, а видны только провалы. Но это не в случае путинской России. Работу полиции, спецподразделений и спецслужб мы в последнее время наблюдали в режиме нон-стоп. Прямо накануне произошедшего в Крокусе огромное количество человека-часов было потрачено на рейды по гей-клубам в рамках борьбы с международной террористической организацией ЛГБТ. С мая 23 года мы видим на скамье подсудимых драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович, которым вменили террористическую статью за пьесу, которая терроризм осуждает и как раз обличает то самое исламское государство. Почти год люди в погонах, специализирующиеся на терроризме, занятые черт знает чем. То же самое относится и к случаю с социологом Борисом Кагарлицким. Против этого террориста в 23 году даже провели целую спецоперацию, задержали в Москве и вывезли аж в Сыктывкар, только за тем, чтобы к нему не успел приехать адвокат. Конвейер по фабрикации уголовных дел об экстремизме был запущен еще до войны. После 24 февраля на поток пошли дела об измене родине. Одна из самых циничных схем выглядит следующим образом. Сначала один ФСБшник предоставляет ученому заключение, что его статья для международного научного журнала не содержит никакой государственной тайны. Потом другой ФСБшник шьет автору статьи «Дело о разглашении государственной тайны». Ну и какая тут связь с терактами? Прямая. Человека-часы спецслужб уходят на такую вот фигню, а теракты предотвращать некому. Переориентация силового аппарата с защиты граждан России на осуществление репрессий против них же – это проблема не последних 2 лет, это характерная особенность всего путинского правления. Но именно последние 2 года все силовые органы от патрульно-постовой службы МВД до регулярной армии существуют в парадигме войны. Сверхусилия российского государства направлены либо на уничтожение населенных пунктов Украины, либо на поддержание в них оккупационного режима. На депортации нелояльных мирных граждан, которые никто даже не скрывает, на выявление шпионов и диверсантов, настоящих и мнимых, и неизвестно в какой пропорции. Кто бы мог вообразить, что в 20-е годы 21 века армия России будет не с исламистскими террористами воевать, а запускать иранский дрон камикадзе «Шахид» по городу под названием Белая Церковь? За последние 2 года наше государство, кажется, утратило вообще все ориентиры. В одном из прошлогодних роликов мы в шутку поставили вместе цитаты Дмитрия Медведева и бывшего халифа исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Юмор был в том, что невозможно было определить, где чья цитата. Сейчас уже совсем не до смеха. Игиловцам и им подобным неинтересны разборки неверных между собой. Если Российская Федерация при Путине объявила своими врагами Украину, Евросоюз и США,
От этого она не становится для фанатиков менее приоритетной целью. Напротив, становится удобной мишенью. Ведь все силы у нее отвлечены на войну с Украиной и конфронтацию с пресловутым коллективным Западом. У воюющей России нет ни возможности, ни авторитета модерировать процессы в постсоветских республиках Центральной Азии, где ширится исламистское подполье. Россия сейчас не способна контролировать даже свою собственную территорию. После 22 марта в нашей стране должно произойти какое-то отрезвление. Пока наша страна сама не напала на Украину, украинская армия россиян не убивала. Пока у чиновников не возникла идеи бороться с развращенным Западом, ни одна из западных стран не совершала против России ничего такого, что выходило бы за рамки обыкновенной конкуренции. Да, мы с западными странами не дружили. Так они между собой не дружат. Постоянно толкаются локтями, наступают друг другу на пятки. И с Россией, как с крупным игроком, конечно же, западные партнеры будут конкурировать. Иногда даже жестко конкурировать. Но это нормально. Запад не представляет никакой угрозы для России, если только сама Россия не будет действовать из такой предпосылки. Минувшая пятница показала, что у нашей страны действительно есть враг, представляющий экзистенциальную угрозу. Не Украина это, и не Европа, и не Америка. У нас со всеми ними враг общий. Как и с любой другой страной, где достижение человеческого прогресса, права и свободы человека не заменили вольной трактовкой религиозных текстов. У нашей страны нет другого выхода, кроме как уйти с чужой земли и заняться собственной безопасностью, в исконном значении этого слова. Государство должно защищать граждан от реальных угроз, а не от выдуманных. Те негодяи, которые во имя своих искаженных представлений об Аллахе убивали граждан России в Буденновске и Беслане, взрывали дома в Москве и Волгодонске, приводили в действие адские машины под землей и на земле, и в воздухе. Все эти кровавые упыри в любом случае считают Россию своим врагом. Частью цивилизованного мира, который террористы хотят уничтожить. Так пусть наша Россия на самом деле будет частью цивилизации. Успешной и благополучной страной, которая не приемлет варварства и противостоит ему. До завтра.